Вчера вечером после принятия закона о временной национализации имущества богатых граждан в связи с особым положением в стране по России прокатился ряд арестов среди известных личностей шоу-бизнеса. Многие артисты остались недовольны принятым решением и поспешили покинуть Россию, не подписав соответствующие документы. Однако стражи порядка сработали четко и арестовывали артистов в буквальном смысле у трапа самолета. Первыми пострадали семья Дмитрия Маликова, которые вчера поздно ночью пытались вылететь в Мексику. Дружную семью Дмитрия Юрьевича арестовали в полном составе, включая российского композитора, его супругу Елену и сестру Инну Маликову. Пресс-секретарь МВД города Москвы сообщил, что все достаточно серьезно, и все члены семьи российского композитора, помимо бегства из страны, имеют дополнительные правонарушения, за которые ответят перед законом. Очень серьезно пострадала сестра Дмитрия Инна Маликова. Заслуженная артистка России в 43-летнем возрасте смогла добиться пенсии, чем вызвало большое недовольство со стороны российских граждан, которые попросили перепроверить это дело. Полиции удалось выяснить, что родная сестра российского композитора подозревается в подделывании соответствующих документов и незаконном получении пенсии в течение 3 лет. Если вина заслуженной артистки будет доказана, помимо крупного денежного штрафа и компенсации пенсии, ей будет грозить уголовное наказание. Супруга Дмитрия, Елена Маликова, также находится под подозрением у стражей порядка. Елену Вячеславовну Изаксон обвиняют в незаконной коммерческой деятельности в интернете, которую она вела вместе с дочерью в период с 2017 по 2021 год. По предварительной версии преступления, дочь с матерью продавали коллекции модной одежды по завышенной цене, не соответствующей качеству товара. Вновь в центре скандала оказался и сам Дмитрий Юрьевич Маликов. По данным полиции, российского композитора все-таки признали виновным в смерти воина-контрактника во время мобилизации. Напомним, что, находясь на сборах во время мобилизации, Дмитрий Юрьевич разбирал автомат и допустил случайный выстрел в постороннего человека, в результате чего погиб 25-летний юноша призывного возраста. По данным МВД Москвы, Дмитрий Маликов получит уголовное наказание, и оно будет неусловным. Ну а больше всего досталось любительнице приключений на кладбище Стефании Маликовой. Дело дочери российского композитора было пересмотрено, и помимо исправительных работ за осквернение могилы Владимира Высоцкого, она получит 2,5 года лишения свободы. Напомним, что 1,5 месяца назад Стефания Маликова вместе с друзьями-блогерами была на Ваганьковском кладбище, демонтировала памятник Владимиру Высоцкому и осквернила его могилу. В дело вмешалась мировая общественность и Марина Влади, которые добились более жесткого наказания для дочери Дмитрия Юрьевича.